В магии демонами называются разумные существа, принадлежащие к нечеловеческим видам, не гуманоиды. Кроме того, известны так называемые демонические состояния, при которых точка сборки человека смещается ниже Муладхара-чакры. В этой зоне находятся частоты различных животных видов. Точка сборки человека начинает улавливать эти сигналы, и на его облик накладывается внешность тех животных, частотную полосу которых человек воспринимает. Такое состояние не является фиксированным, так как в этой области, ниже Муладхара-чакры, нет чакры. Точка сборки фиксируется только в области чакры, где есть стабильный поток энергии. Правда, есть люди, у которых в крестцовом отделе наблюдают дополнительные позвонки, рудиментарный хвост. У таких людей может сформироваться дополнительная 8-я чакра. Тогда человек будет оборотнем, способным трансформироваться в существо другого вида. Боги Египта описаны как полулюди, полуживотные. В принципе, тело Ба, как нематериальный объект, может принять любую форму. При уплотнении тела Ба происходит понижение его частоты, что соответствует смещению точки сборки вниз. При достижении определенной плотности происходит трансформация облика в сторону вида животных, частотная полоса которых соответствует положению точки сборки. Для каждого бога это какая-то своя частота, поэтому мы видим разные звериные обличия у разных богов Египта. Однако здесь мы видим не полную трансформацию в животного, а только демоническое состояние. Египетские боги хотели максимально материализоваться и вступать в контакты с людьми для тренировки героев. При этом для контактов со жрецами собственного культа необходимо было оставаться в человеческой полосе частот. Соединение человеческого сознания с тотемом животных, коллективное сознание вида, приводит к появлению новых качеств сознания у богов. Эти качества индивидуальны для каждого бога, так же как индивидуален его облик. Кроме использования тотемов для материализации, боги используют особые предметы, атрибуты, способствующие усилению проявленности качеств данного бога в физическом мире. Атрибутами бога являются предметы, содержащие часть его ментальной энергии. Можно сказать, что это заряженные артефакты. Из атрибутов, изображенных на египетских папирусах, можно выделить несколько предметов. Это корона Осириса, жезл богов, крест Исиды, также глаз Гора. Очевидно, это древние артефакты, связанные с техногенной цивилизацией. Боги, находящиеся в теле Ба, сумели использовать их как якорь. Корона Осириса представляет собой читающую машину атлантов, которую починил Ра, отец Осириса. Он пользовался ей 30 лет. После него этот артефакт унаследовал сам Осирис и использовал его в течение 15 лет. Этот прибор использовался для усиления их телепатических способностей, так как машина атлантов снимала экранирование мозга. С помощью короны бог Ра и его сын Осирис контролировали свое окружение, предотвращая заговоры и перевороты. Кроме того, участвуя лично в битвах, они внушали ужас вражеским воинам и обращали в бегство вражеские армии. Корона также позволяла исцелять психосоматические заболевания и устанавливать долгосрочные программы. Эта способность была очень важной. Она позволяла избежать коррупции в империи. Правитель лично назначал важных чиновников. Перед назначением он инструктировал кандидата. Во время инструктажа чиновнику устанавливалась программа, исключающая коррупцию. Также мы знаем о существовании богов, которые связаны с миром мертвых – Сет и Анубис. Они держат в руках сразу два атрибута – жезл богов и крест Ансар, крест Исиды. Жезл богов представляет собой электрический разрядник вроде современного электрошокера, боевое оружие ближнего боя. Генератор, связанный с рукояткой, вырабатывает электричество, которое подходит к U-образному наконечнику. Ткнув противника наконечником жезла, бог убивает его электрическим разрядом, как электрический скат или угорь. Этот атрибут является наиболее частым якорем у богов Египта. Крест Ансар также довольно часто встречающийся артефакт, при этом у разных богов он имеет разное значение. Сам символ Ансар изначально означает то же самое, что пентаграмма, или витрувианский человек, или распятие, то есть человек вообще. Конкретное значение креста Ансар связано с дополнительными символами, нанесенными на него. У богини Исидры этот атрибут означает человеческое здоровье и энергию жизни. У бога Анубиса это ключ от мира мертвых, у бога Сета возможность забирать души людей и так далее. Аналогичные, но более разнообразные атрибуты есть и у греческих богов. Атрибут каждого бога связан с созданием якоря и специализацией. С помощью атрибута бог проявляется в физическом мире и проявляет свое качество.
Так меч бога войны Ареса дарует воинам победы в битвах, копье богини Афины дарует полководцам стратегическое мышление и победы в войнах, трезубец Посейдона дает власть над водной стихией, а молнии Зевса, Ваджра бога Шивы, позволяют управлять огнем. Ваджра представляет собой древнее оружие, аналог современного пистолета, поражающее врага на расстоянии молнией. Собирает и использует рассеянное атмосферное электричество, формирует сгусток плазмы и посылает его на десяток метров. Шапка бога Аида, владыки подземного мира умерших, аналог Анубиса, представляет собой атрибут, позволяющий бестелесному богу уплотняться до состояния призрака. И смертный, надевший эту шапку, корону подземного мира, также превратится в невидимый призрак. Вторым атрибутом этого бога являются виллы, которыми бог мира мертвых зацепляет души умерших, для того, чтобы войти с ними в контакт. Вероятно, черти с виллами, обитающие в христианском аду, происходят отсюда же. В христианском мире распространены освященные предметы. С помощью определенного ритуала священники заряжают предметы, аналогично тому, как языческие жрецы заряжали артефакты, привязывая их к эгрегору своего бога. Так освещаются нательные кресты и некоторые ритуальные предметы. Эти предметы, привязанные к эгрегору христианства, несут в себе частицу энергии самого Иисуса Христа. 21а. Так получилось, что главным атрибутом христианского бога является крест, на котором его распяли. При освящении крестика священник совмещает реальный предмет, крестик, со своим представлением о кресте Господнем. В отличие от религиозных эгрегоров, связанных с арканами ниже 17а, в магических эгрегорах 17а и выше нет богов и легенд с ними связанных. Ангелы этих арканов описаны в картах Таро, и настройка здесь происходит с помощью определенных действий, ритуалов. Каждый аркан требует определенных действий для настройки. Проделав цепочку ментальных операций, маг сонастраивается с арканом и совмещается с сознанием ангела-аркана, аналогично дозвону по телефону. Проведя поток сознания ангела-аркана, маг может совершить работу, используя эту энергию. Например, маг может зарядить артефакт, используя предмет как накопитель энергии этого аркана.